Студенческая резиденция на территории Испании. Можно ли еще переехать сюда, используя данный тип резиденции? До мая 2025 года многие пользовались этой резиденцией как основным способом по переезду. Что же изменилось? Раньше можно было переехать всей семьей. Сейчас эта резиденция действительно для студентов. И на самом деле для студентов стали лучшие условия. Сейчас вы можете получить студенческую резиденцию на весь срок вашего обучения, и не нужно продлевать ее каждый год, например, если вы учитесь в высшем учебном заведении. Вы можете также приехать на курсы студенческие и изучать язык, для того, чтобы в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение. Раньше вы с курсов могли модифицироваться и получить здесь рабочую резиденцию. Сейчас лавочка прикрылась. И со студенческой резиденции с курсов вы можете перейти только на студенческую резиденцию по получению высшего образования. Не можете прикрепить к себе ребенка, мужа или жену, просто едете и учитесь. Если вы едете на языковые курсы, и продление максимум один раз. В конце вы должны сдавать экзамен DELE. Потом вы можете поступать в высшее учебное заведение. Там вы уже можете присоединять к себе иждивенцев и учиться здесь в университете и получать высшее образование. Вы можете потом работать и дальше трудоустраиваться. Что нужно для получения данного типа резиденции? Если вы едете на курсы, то вам нужно заключить договор с языковой школой, получить медицинскую страховку. Полис должен быть оформлен грамотно. Вы можете обратиться ко мне за оформлением как студенческой резиденции, с помощью подбором школы я помогаю, так и за оформлением страхового полиса. Я являюсь официальным агентом страховой компании Sanitas, и мы подберем полис, который подходит именно для студенческой резиденции, так как важно не ошибиться. Если вы собираетесь поступать в высшее учебное заведение, то основные требования для поступления в высшее учебное заведение – это ваш гомологированный аттестат, если вы закончили школу в вашей стране, либо если вы получили высшее образование и сюда в Испанию уже приезжаете для получения магистра. Также нужна частная медицинская страховка и нужно подтвердить свое знание языка. В основном во всех университетах требуется знание языка на уровень B2, что уровень достаточно серьезный на самом деле, поэтому готовиться к нему нужно основательно. И если вы рассматриваете учебу для вашего ребенка, сейчас находитесь за границей, не живете на территории Испании, у вас есть несколько лет, то сейчас самое время заняться изучением испанского языка. Либо если ваш ребенок уже закончил 11 класс и хочет поступать на территории Испании, тогда на самом деле очень рабочая схема приехать сюда заранее, пойти на языковые курсы, учить здесь язык год. Это идет полное погружение, 4 часа каждый день, плюс разные активности. И действительно за год вполне реально можно выучить язык. И в некоторых языковых курсах есть такая возможность подготовки к специализированным экзаменам. Так как вступительные экзамены, они есть. Они не в каждый вуз отдельно. Экзамены вы сдаете по общей системе и потом уже смотрят, насколько вы набрали необходимое количество баллов и куда ваш ребенок может поступить. В Андалусии есть вузы, куда можно поступать без вступительных экзаменов. Там такая себе облегченная версия и достаточно просто знания языка и ваших гомологированных документов. Вы можете обратиться к нам, мы занимаемся гомологацией, апостилированием, хурадопереводом и подготовкой полного пакета документов для поступления вашего ребенка в университет. На самом деле учиться в университете Испании – это очень хорошее дело. Тут недорогая учеба, то есть от 700-800 евро в год ваш ребенок может учиться на территории Испании. На аренду жилья он будет тратить от 350 до 600 евро в месяц. Это может быть комната в общежитии или это может быть комната в квартире, где ребята снимают каждый по комнате и делят между собой общую сумму оплаты. Это уже как захочет ваш ребенок и что вам понравится. Также ваши затраты будут оформление частной медицинской страховки. Данный полис вам будет стоить около 60 евро в месяц на человека. Если посчитать с другими странами европейскими, в Испании очень доступное образование, и его может себе позволить практически каждый. Когда у вас ребенок уже закончит университет на территории Испании, он потом сможет здесь найти себе работу, закрепиться и в перспективе получить европейский паспорт. А ваши внуки уже могут даже сразу же получить гражданство. Когда родители в официальном легальном статусе, то ребенок, рожденный на территории Испании, через год после легального проживания может получить гражданство. И его родители потом к нему автоматически прикрепляются и получают ВНЖ, потом ПМЖ и гражданство. Более подробно данный вопрос я рассмотрела в другом выпуске, смотрите его на моем YouTube-канале. Там я подробно рассказала за роды и гражданство, которое ребенок может получить на территории Испании. Специально для тех, кто просмотрел данный выпуск до конца, я подготовила
Бонус. Вы можете мне написать на WhatsApp, в Instagram, либо на моем сайте слово «образование». И я проведу для вас бесплатную ознакомительную консультацию по образованию на территории Испании. Образование в Испании вас или ваших детей – это фундамент для дальнейшей счастливой жизни на территории Европы. Если вы хотите разработать индивидуальную стратегию по переезду в Испанию, оформить данный тип резиденции, если вам нужна помощь с поиском квартиры, подготовкой всех документов, обращайтесь, мы делаем все под ключ. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить дальнейшие полезные выпуски на моем канале.